Друзья, представьте себе тихую зимнюю ночь в декабре, когда воздух в Сеуле кажется холоднее обычного, а огни города мягко мерцают, словно затаив дыхание. В этой тишине неожиданно раздается очень знакомый голос. Не со сцены и не с грандиозного концерта, а из простого поста, который кажется гораздо более интимным и личным. 30 декабря 2025 года Чингук из BTS сделал то, что мог сделать только он. Написал песню специально для одного человека, Тэхёна, на его день рождения. Без долгих анонсов, без лишних тизеров, Чингук поделился песней, которую написал и исполнил сам. Это была акустическая песня с нежной аранжировкой и спокойным ночным пейзажем Сеула. Не было броского названия, только краткое описание, но для тех, кто знает Чингука, все было ясно. Песня была посланием. Подарок на день рождения, завернутый не в бумагу или ленту, а в чувства. С первой ноты голос Чингука струился с теплотой, которую трудно описать. В песне есть нежность, тоска и неприкрытая искренность. Каждый куплет звучит как тихий разговор, предназначенный только для одного человека. Не для всего мира, не для миллионов слушателей, а для Тэхёна. Текст прост, но глубок. О том, кто всегда является местом, куда хочется вернуться домой, о смехе, согревающем в трудные дни, о том, как время и расстояние никогда по-настоящему не разлучают два сердца, понимающих друг друга. Чингук не пытается скрыть свои эмоции. В некоторых местах его голос слегка дрожит, словно чувства слишком сильны, чтобы их сдержать. В вокальном плане песня демонстрирует растущую зрелость Чингука. Нет никакой чрезмерной техники, никаких попыток произвести впечатление. Все звучит естественно, как будто Чингук сидит в тихой комнате, с гитарой на коленях, и поет ее прямо для Тэхёна накануне его дня рождения. Ночной пейзаж Сеула только усиливает это впечатление. Мерцающие огни города, пустынные улицы и мирная атмосфера делают песню похожей на любовное письмо, переданное через музыку. Спокойное, теплое и наполненное смыслом. Фанаты быстро поняли, что это совсем необычное произведение. Раздел комментариев быстро заполнился эмоциональными реакциями. Многие назвали песню слишком искренней, чтобы сдержать слезы. Другие сказали, что это самый личный подарок Чингука на день рождения. Тихий, проникновенный и очень личный. Многие фанаты назвали песню целебной. В разгар изнурительного конца года услышать, как Чингук поет таким образом, было все равно, что стать свидетелем чего-то, что должно было остаться личным, чувства, не предназначенного для публичного показа, но смело высказанного. Что сделало этот момент еще более значимым, так это контекст. Это была одна из первых работ Чингука после службы в армии. Многие задавались вопросом, как он вернется, что он покажет. И ответ заключался не в грандиозном заявлении или драматической концепции, а в простой песне, о том, кого он любит, уважает и кому посвящает себя. В соответствии с традицией BTS всегда дарить искренние сюрпризы самым близким людям и своим поклонникам, песня звучала очень в духе BTS. Песня не создавалась для того, чтобы стать вирусной, не была нацелена на чарты. Это было простое пожелание: «С днем рождения! Спасибо, что ты здесь!» Реакция публики распространилась быстро. В течение нескольких часов песня набрала тысячи лайков и бесчисленное количество репостов. Хотя эти цифры могут показаться небольшими по сравнению с мировыми рекордами BTS, они кажутся огромными для такой личной песни. Это доказывает одно: искренность всегда находит путь к сердцу слушателя. Эта песня больше, чем просто песня ко дню рождения. Она воспринимается как тихое признание, что за вниманием публики и напряженным графиком скрывается связь, которая сохраняется самым простым образом – через музыку. Для многих фанатов прослушивание этой песни – это не просто наслаждение голосом Чингука. Это был момент размышления о времени, об ожидании и о том,
как песня может стать мостом между двумя сердцами, а также между айдолом и его поклонниками. В индустрии, полной грандиозных концепций и смелых визуальных образов, Чингук в очередной раз напомнил нам, что величайшая сила музыки заключается в эмоциях и искренности. Что не каждый драгоценный момент нужно объявлять с громким хлопком. И, возможно, именно поэтому эта песня так глубоко отзывается в душе. Потому что она не пытается быть чем-то иным, кроме того, чем она является – Чингук, сидящий холодной сеульской ночью и изливающий свои чувства через музыку для Тэхёна в его день рождения. Когда затихла последняя нота, осталась не тишина, а тепло. Подарок на день рождения без оберточной бумаги, но самый искренний. Чингук в очередной раз доказал, что самые простые вещи часто оказывают наибольшее влияние. И в ту декабрьскую ночь, с помощью песни, он заставил одного человека и миллионы сердец, наблюдавших за ним, почувствовать себя невероятно значимыми. Но многие не понимают, что песня не закончилась с окончанием видео. Для Чингука эта песня стала частью гораздо более длительного процесса – путешествия чувств, которые он долгое время хранил, задолго до этой даты. В дни, предшествовавшие дню рождения Тэхёна, Чингук, как сообщается, много времени проводил в одиночестве. Он мало говорил, часто сидел с гитарой в руках, позволяя пальцам искать нужную ноту. Не технически идеальную ноту, которая казалась искренней. Ноту, которая могла передать что-то трудное для выражения словами. Бывали ночи, когда он останавливался посреди игры, безучастно глядя в окно, словно вспоминая что-то, смех, который они разделили вместе, усталость, которую они пережили вместе, и времена, когда присутствие Тэхёна было единственным, что делало все легче. Песня не родилась сразу. Она росла медленно, следуя ритму воспоминаний и чувств, которые никогда по-настоящему не покидали его. Каждая строчка, написанная Чингуком, казалась маленьким кусочком их пути. О том, как Тэхён всегда был тем, кто понимал без лишних объяснений. О том, как он был тих и присутствовал, но всегда оставлял глубокий след. О том, как даже в самые одинокие дни это имя оставалось источником тепла. Когда Чингук наконец записал песню, все было очень просто. Не было большой команды, не было драматического освещения. Просто тихая комната, акустическая гитара и редкие передышки между куплетами. Он решил не делать слишком много дублей. Чингук хотел, чтобы песня звучала аутентично, немного несовершенно, но по-настоящему. Был один момент, где его голос звучал мягче, почти шепотом. Многие фанаты запечатлели этот момент и назвали его самым эмоциональным. Как будто в тот момент Чингук забыл, что его записывают. Как будто он просто разговаривал с Тэхёном, надеясь, что песня найдет у него такой же отклик, как и в момент ее написания. Когда песня наконец вышла, Чингук не добавил никаких сложных объяснений, никаких уточнений, никаких закулисных историй. Он позволил музыке говорить самой за себя. И, возможно, для одного конкретного человека объяснения и не требовались. Многие поклонники начали перечитывать текст песни, строчка за строчкой. Они находили мелкие детали, которые казались слишком конкретными, чтобы быть совпадением. Строки о том, что дом – это не место, а чувство. О том, что время никогда не отделяется от дома. О днях рождения, которые не были прямо упомянуты, но ощущались в каждой ноте. Чем дольше слушаешь песню, тем яснее становится, что она не была написана для одного дня. Это песня, созданная для того, чтобы ее помнили. Это песня, которой, вероятно, будут возвращаться в последующие годы, и ее смысл будет расти со временем.